Всем привет! Еще только начало зимы, а уже лун как радует. Я и не помню, когда последний раз снег был до Нового года. Обычно высыпет так, день максимум 2 и растает сразу. А в этом году он сантиметров 30 уже насыпало. Это как в песне, помните? Такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал. Честное слово, уже и поднадоел. Приходилось чистить практически каждый день. Да и мороз особо не отставал. Всю неделю был больше 10 градусов, так особого желания-то на улице выходить и не было. Так, выбегу утром, снег по-быстрому прочищу, кроликов накормлю, воды дров принесу и обратно в дом. Так всю неделю с Шадой просидели, практически не вылазя. Даже автолавка не приезжала. Походу, все же водитель обиделся после того инцидента. Хотя на неделе я вопрос с дорогой решил. Не, чистить сам не стал, мне и во дворе размяться хватает. Выловил тракториста, который чистил дорогу, и попросил, чтобы закончил свою работу. Вот так всю неделю в глуши и просидели в одиночестве. Уже начинают и продукты заканчиваться. Хотя особого желания-то ради них в город ехать не хочется таким морозом. Хотя вроде бы он уже начинает сдавать. Решил продолжать заниматься столяркой. Работы на зиму запланировано много, а времени и не так уже. Еще неизвестно, какая будет зима и какие морозы. Здесь внутри не так и тепло, а по ощущениям почему-то даже холоднее, чем на улице. Ну, единственный плюс только что защита от снега и ветра. Хотя вроде бы передают, что через пару дней -3 будет, то можно будет и продолжить работать. Я, как уже и говорил, эту неделю ничего практически не делал. Так, инструментов немного перенес, да и станок настраивал. Изначально, когда достал его из коробки, так ничего и не делал, сразу начал работать. А по сути там особой точности не нужна была в настройках. Для изготовления клеток погрешность могла доходить и до полсантиметра. Ничего страшного было. А вот для изготовления ульев она не должна и превышать полмиллиметра. Вот поэтому пришлось повозиться. Ну, в принципе, вкладыш нужно было отрегулировать, тут все просто. А вот была еще проблема с боковым упором. Не было угла в 90 градусов. Да и регулировок не нашел, как это сделать. Ну, в принципе, помогла изолента. Подложил подкрепление в 2 раза сложно, и вот получилось этот миллиметр выиграть. Теперь более-менее удалось настроить, но тоже не все так хорошо. Потому что получается, что режущий диск стоит криво. Ну, в принципе, эту планку выровнял за счет регулировок. По идее, должен резать нормально, а вот, возможно, с торцеванием будут проблемы. Но это посмотрим по ходу. Еще подключил к нему пылесос. Ну, когда летом на улице пилил, то особо проблем с пылью не было. А здесь, в закрытом маленьком помещении, скорее всего, нечем и дышать будет. Так надеюсь, что будет большую часть забирать в себя. Ну, еще не проверял, так, настроил все, подключил. Еще хорошо, что у этого пылесоса есть функция встроенной розетки. И не нужно будет постоянно бегать, включать, выключать его. Ну и не будет в холостую работать. А будет сам включаться, когда буду включать станок. Ну и еще плюс, что у станка провод короткий. Пришлось бы ставить его поближе, довольно высоко я розетки разместил. А не хотелось бы, потому что это будет ограничивать его. Ну, в принципе, чуть-чуть можно было подвинуть. Да и так, до распиловочного диска здесь расстояние метр. И
С большей доской, в принципе, особо работать не будешь. А так здесь удобно он стоит. Доску можно будет сюда подавать, ложить, когда заносить из двери, чтобы распиливать. Ну, в длину распилить, вот как раз получается туда 2 метра, сюда 2 метра. Можно с двухметровой доской спокойно работать. Ну и здесь, если нужно будет ее пополам распилить, как раз метр до стены. А у меня же еще есть и рейсмус. Я не доставал его из коробки, нужно будет достать. Вот планирую поставить его сюда, чтобы из двери сразу подавать в него доску. Ну а со временем еще бы неплохо было сюда вот поставить торцовочку, чтобы сразу доску кромсать на нужные куски. Ну, балаболить можно долго, посмотрим, как оно будет в деле. Ну, вроде бы ровно. Да и опилок не было так много, по крайней мере вот этой мелкой пыли, которая в нос забивается. Ну хотя это была только одна деталька. А когда их будет 1000, может быть совсем и другая картина получится. Ну вот, уже есть чем и работать. Я тут подумал, что лучше начинать делать тюля с рамок, потому что если начать с корпуса и ошибешься в размерах, то потом придется с такими жить и работать. А ошибешься в размерах рамки, то ее можно и выбросить. Да и в принципе этот сезон с такими рамками отработал разных размеров. Пчелы вроде справились. Если посчитать, то это на один улей нужно где-то 50 рамок, на 20 ульев 1000. В каждой рамке 4 детали, это 4000. Обрезать с 6 сторон, а еще корпуса. Ого, это пилить и не перепилить. Ладно, как там говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Вроде нужно 4 детальки вырезать, да не все так просто. Вот смотрю, разные размеры, нужно будет поипиливать немного. Это не просто отрезать 4 брусочка. Буду делать дотановскую рамку 300 с разделителем Гофмана. Нашел размеры в интернете, хотя на разных источниках были они разные. Ну, буду делать все по тем, которые я нашел первыми. Хотя не знаю, та рамка, которую я нашел здесь, когда разбирал завалы, вроде бы совсем простая. 4 брусочка одинаковой толщины, разных размеров. Функцию разделителя Гофмана выполняют 4 проволочки, 2 здесь, 2 здесь.
Вроде бы все просто, может и не нужно так все усложнять. Но только что по высоте 230. Ладно, сравнивать в принципе нечего, буду делать по классике. Ну вот, все планочки нарезаны, осталось только сбить, и рамочка будет готова. Довольно такой трудоемкий процесс получился. Нужно будет продумать все технологические операции, чтобы ускорить и облегчить эту работу. Да еще с учетом тех материалов, с которых придется это делать. А это в основном будет доска шириной 12-14 сантиметров и толщиной 4. И все вот эти брусочки придется вырезать из них. В принципе, работает так ускориться, потому что рамка состоит из 3 видов брусков, и не нужно будет постоянно перенастраивать станок, чтобы каждую из них вырезать, а буду вырезать сначала одного вида, потом второго, а затем уже третьего. Ну, в принципе, с нижней планкой проблем никаких не будет. Тут обычно брусочек, просто нарезать. Ну, верхняя тоже не особо, брусок и повыбирать эти пазы. А вот с боковой придется помучиться. Смотрел видеоролики по изготовлению рамок. И обычно так называемый разделитель Гофмана делают 2 способами. Это либо на фугане сначала обрабатывают доску, а потом распускают ее на планочке. Ну, либо сначала распускают на планочке, а потом выбирают ее на фрезере. Ну а у меня нету и ни того, ни другого. Попробовал на своем станке вырезать. Но получилось довольно так грубовато. Такие большие запилы вышли. Ну, в принципе, если буду делать серию реечек, то там на первых 2-3 можно будет настроить станок так, что будет получаться идеально и без этих запилов. Ну, только что единственное отличие будут эти углы не закругленные, а угловатые. Ну, надеюсь, что пчелы не обидятся. Да и в принципе у них будет дополнительный угол, куда можно ставить провинившихся. Да и над технологическими процессами нужно хорошенько подумать. Из-за отсутствия необходимого инструмента приходится выдумывать некоторые процессы и постараться по то, что есть. В принципе, если делать так называемую базу на пиле, то получается слишком много отходов. Да и не всегда это можно сделать идеально, особенно если доска будет кривая, либо закрученная. По-правильному это делается изначально на фуговальном станке, выравнивается база, затем уже пропускается через рейсмус, чтобы сделать необходимую толщину, ну а уже потом применяется распиловочный диск и разрезается на необходимые планочки. Ну а получается, что первых 2 станков у меня нету. Ну в принципе первого нету, фуговального станка. Рейсмус-то есть, нужно будет достать его и приловчиться. Хотя надо подумать, может быть на рейсмусе можно будет делать первую операцию. Но только что тогда будет отходы не планочки, а будет больше отходов опилок. Тут еще неизвестно, что лучше.
планочки, которые можно пустить на дрова и спалить в печи, либо куча опилок и стружки, которая неизвестно еще будет ли справляться и собирать пылесос. Ну, пока там справляется и нету в воздухе этой мелкой пыли, которая дышишь, забивается в нос, попадает в легкие. Но и объемы-то небольшие. Я же в основном сейчас большую часть времени не пилил, а только настраивал станок и вымерял размеры. А когда будет конвейер, то там будешь пилить и пилить, и объем увеличится. Ну, в принципе, полмешка есть. Получится, что придется почаще вычищать его. Ну, либо уже он будет быстрее забиваться и придется прибегать к каким-то другим защитным устройствам. Ну, хотя особо-то и не поработаешь много зимой. Довольно холодно. И придется делать все равно частые перерывы. Но заодно можно будет и чистить пылесос. Да и больше часа особо-то и не поработаешь. Начинают руки замерзать и перестает сгибаться. Ну а в перчатках неудобно, да и по технике безопасности нельзя. И вот становится зябко, повышается уровень стресса, а у меня и печеньки закончились, чтобы его заедать. Да и автолавка это не проезжает, чтобы можно купить их. И все вот начинает раздражать, и я внимания особо нет. Да и дверь-то еще не закрывается, сквозит. Ставка вам, я? Да. Нашел альтернативу автолавке. Не в нашем городе, в интернете. Привезли продукты прямо из столицы по цене гипермаркета. Ну, цены, конечно, отличаются от автолавки процентов на 10-15, но в лучшую сторону дешевле. Да и сами видели, привезли прямо к самому порогу. А сколько стоит такое удовольствие? Да даже и не знаю, скорее всего дорого. Все же 150 километров от Минска. Ну, в принципе, не так уже и важно, потому что не я оплачиваю, а продавец. Если сумма покупки больше 80 рублей, это где-то 25 долларов, то доставка бесплатна. В принципе, можно так раз в 2 недели спокойно заказывать. Ну, конечно, если дорога будет доехать. Ну, чайку попил, печенек поел, можно и продолжать работать. Ну вот, одна рамочка готова. Осталось еще 999. А еще же нужно будет натянуть проволоку, вощину изготовить, прилепить. Ну, в принципе, в интернете достаточно приспособлений, которые помогают все это делать. А так как рамок большое количество, то, конечно, лучше воспользоваться такими идеями и изготовить их. Но это уже потом буду решать вопросы по мере их поступления. А сейчас нужно придумать, как быстренько и оптимально нарезать этих досочек. Вы, наверное, задаетесь вопросом, откуда столько познаний в столярном деле. Ну, я верю в то, что знания передаются через гены. Вот от деда все и получил. Поэтому сам не спешу детей заводить. Нужно побольше знаний набраться, чтобы передать им. Но одной верой, в принципе, сыт не будешь, поэтому еще и изучал этот вопрос. Смотрел обучающие ролики,
читал книги, ну, хотя теория без практики, можно сказать, впустую. Ну, а решил заниматься столяркой довольно давно, когда начинал планировать переезд в деревню. В то время я работал в школе, занимал должность инженер-программиста, ну и параллельно преподавал физику, математику, информатику. Ну, у меня технический склад ума, поэтому, наверное, и дружу с геометрией. Тогда понимал, что без практики никак, а самому учиться это не вариант, потому что оборудование дорогое. Если что-то не пойдет, это не бадминтон, как ракетки на сервант не закинешь. Идти учиться в ПТУ тоже не вариант в таком возрасте. Вот тогда я и начал подыскивать место, где можно попрактиковаться. Ну, по сути, в больших городах есть специальные мастерские, где можно арендовать все оборудование, да еще и под присмотром специалиста. Ну, было довольно тяжело, потому что нужно было ехать в другой город, чтобы обучаться, да и довольно это такое дорогое удовольствие. Я решил тогда подыскать себе вакансии, где брали в столярный цех учеником. Ну, в принципе, нашел быстро. Сказал, что есть небольшой опыт, помогала дедушке летом на каникулах. Вот меня и взяли. А за месяц под присмотром мастера я поработал на всех станках, которые там были, овладел навыком, хорошо попрактиковался, да и еще потом денег заплатили, на которые я смог купить некоторое оборудование. Ну, в принципе, практики не так и много, поэтому нужно наверстывать упущенное.
пылесос не помогает. Надо бы какую масочку замутить. Ну вот, такая вот получилась столовая для птичек. Теперь они не будут стрессовать по поводу, что нет печенек. Осталось только повесить так, чтоб Шада не заметила.